Среди камней Южной Индии лежит город, который когда-то был столицей империи. Хампи – сердце Виджаянагара, исчезнувшего индуистского царства. Его разрушили, разграбили и бросили, но город не умер. Здесь каменная колесница до сих пор выглядит готовой к движению. Колонны храма Витала когда-то звучали как инструмент. В полумраке стоит огромный Шива-линга. А у реки купается храмовый слон. Ах ты красавица какая! Обезьяны ведут себя как настоящие хозяева Хампи. По-моему, там что-то припрятали вкусненького. Хампи разрушен, но не исчез. Он все еще живет. Это слипер-бас. Из Южного Гоа, в том числе из района Канаконы, есть вечерние рейсы в сторону Хампи или Хоспета. Ночь в слипере, и утром ты уже оказываешься рядом с древним городом. Первое знакомство с Хампи лучше начать сверху. До рассвета мы поднимаемся на Матанга-хилл. Еще темно, под ногами камень, впереди только силуэты холмов. Через несколько минут отсюда откроется не просто вид, а вся схема древнего города. Внизу открывается Ачутарая Темпл, один из крупных храмовых комплексов Хампи. С высоты видно, что это был не маленький священный уголок, а городская система – храм, улица, дворы, рынки и маршруты процессий. Хампи вырос среди гранитных валунов. И это сразу создает главный вопрос фильма. Как в таком сложном ландшафте смогла появиться столица огромной империи? Здесь архитектура не борется с природой, а использует ее как фундамент. Наверху Матанга-хилл стоит небольшой храм Вирабхадры, грозного проявления Шивы. Это не самый знаменитый храм Хампи, но место здесь сильное. Вершина, скалы, рассвет и весь древний город под ногами. Не случайно такие холмы в Индии часто становились не просто смотровыми точками, а сакральными ориентирами. Ну, давай, попей. Попей, хорошая. Давай, пробочку нахрен. Правильно, по-индийски. Обезьяны в Хампи не просто забавные соседи туристов. Местная традиция связывает этот район с Кишкинхой из Рамаяны, землей Ханумана, получеловека, полуобезьяны, и царя обезьян Сугривы. Вот там наверху горы Хануман Темпл. Это холм Анджанадри. И наверху стоит Хануман Рамаяна, храм Ханумана. По преданию, здесь родился Хануман. Оттуда тоже красивые съемки закатов, рассветов. И обезьянки, которые обожрались бананов и не хотят уже ничего от туристов брать. Хампи – это не просто красивые руины, а бывшая столица Виджаянагарской империи, одного из последних великих индуистских царств Южной Индии XIV-XVI веков. При царе Кришнадеварае город достиг расцвета. Храмы, дворцы, рынки, водные системы. А после битвы при Таликоте в 1565 году Хампи разграбили и оставили. Сегодня здесь сохранилось больше 1600 объектов этой столицы.
После встречи рассвета мы заселились в отель и начали свое знакомство с Хампи, с храма Вирупакши. Это главный ориентир. Храм Шивы, живое сердце Хампи. Не просто сохраненный памятник, а действующая святыня, которая продолжает принимать паломников внутри древнего города. За храмом Вирупакши течет река Тунгабхадра. Река связывает два берега – храмы и поселения. Здесь можно переправляться на лодке на другой берег, но время лучше уточнять заранее. Обычно переправы работают только до вечера. Рядом с археологией продолжается обычная жизнь. Люди купаются, стирают, разговаривают, ждут лодку. Древний город здесь не отделен стеклом от сегодняшней Индии. Это храмовый слон. Его каждое утро моют. Лакшми – храмовая слониха Вирупакши. Люди там подходят к ней за благословением, монетка, подношение, и она мягко касается хоботом по голове. Он такой хороший. Точнее, это слониха. Ах ты красавица какая. Вот, дай, сам себя полью. Очень умное животное. Хорошее. Лакшми. Сцена со слоном не просто экзотика для туриста. В Хампи это работает как ключ. Храм, река, животные, люди и ритуал. Все находится рядом. Слон выходит из воды почти как персонаж старой Индии. Но все происходит в сегодняшнем утре. От реки путь снова ведет к Вирупакши. В Хампи маршруты кажутся простыми. Берег, лестница, храмовая улица, двор. Но именно из таких маршрутов и складывается ощущение живого священного города. Small business. Хампи нельзя показывать только как археологический парк. Здесь важны лица, лавки, стены, тень, люди у дороги. Красавица. Мы приехали за древней индуистской Индией, но она здесь существует не отдельно от быта, а прямо внутри него. Не прошло и 5 часов с момента приезда. Мы, наконец, решили позавтракать в одном из популярных кафе города. Еда, кстати, была совсем неплохая и очень адаптированная под европейский вкус. После завтрака мы отправились поподробнее осмотреть храм. В Вирупакши детали работают не хуже общих планов. Следы разных эпох, маленькие ниши, резные колонны, нанди. И рядом снова обезьяны. В Хампи они ведут себя не как гости, а как полноправные хозяева территории. Сегодня в концерте принимает участие группа высокоодаренных, спортивных, серохвостых легкоатлетов. Красавец. Альфа и царь местной своры. Перед нами Вирупакша, главный действующий храм Хампи. Его ранняя история уходит как минимум к VII веку. Это место почитания Шивы существовало задолго до расцвета Виджаянагара. Позже, в XIV-XVI веках, правители империи расширили комплекс. Дворы,
гапурамы, залы с колоннами, росписи, праздничные пространства. Обезьяны тоже тут чилят. Хампи строили в основном из местного гранита, материала очень твердого. Чтобы добиться таких колонн, фигур и рельефов, мастерам приходилось работать не как с мягким песчаником. Каждый удар должен был быть абсолютно точным. Ошибка, и камень мог пойти сколом. Обезьяна продолжает занимать свое место у колонны. Идет обычная жизнь храма. Паломники сидят в тени, кто-то идет к святыне. Вирупакша не застыл в археологии. Он работает каждый день. Из-за этого древние стены здесь воспринимаются совсем иначе. Днем Вирупакша звучит совсем иначе, чем на рассвете. Жара уже поднимается к 35 градусам. Камень нагревается, и жизнь в храме замедляется. Паломники уходят в тень мандап. Кто-то сидит, кто-то спит прямо на каменном полу. В Индии это нормальный полуденный ритм. Солнце диктует расписание жестче любого гида. За храмом течет Тунгабхадра. В индуизме река часто становится частью поклонения. Здесь совершают омовение, делают подношения, подходят к воде перед ритуалом. Поэтому у берега стоят каменные образы – лингамы, нанди, маленькие святыни. Река здесь работает как продолжение храма. А лодочка на том берегу уже чистая практика. Пока переправа открыта, она сильно сокращает путь. Манки-зона. Кафе это, не знаю, что это такое. Но зона оправдывает название. А дальше снова жизнь вокруг Вирупакши. Кафе, лавки, обезьяны на стенах, тень после жаркого камня. И вот маленькая лавка с богами. Натараджа, колокольчики, фигурки, бронза, камень. Все чуть пыльное, но очень настоящее. Для туриста сувениры. Для Хампи обычный визуальный язык вокруг храма. После посещения храма мы ловим на дороге тук-тук и едем в другую часть Хампи. Там уже меньше храмового быта и больше имперской геометрии. Стены, купальни, платформы, царские павильоны. Это Квинсбад. Там королева. Квинсбад показывает не религиозный, а придворный мир Виджаянагара. Неподалеку находится невероятно симметрично спроектированная восьмиугольная купальня, созданная для обеспечения уединенного, роскошного купания женщин королевского двора. Очень древнее изображение. Маханавами Диба Хампи. Что это? Мы не знаем. Но, скорее всего, какая-то пирамида. Пошли, там есть проход наверх. Это руины древнего города Хампи. Много-много разных кварталов. И мы находимся в одном из таких кварталов. Остатки домов, храмов. Удивительно. Многое разрушено, но план города все еще виден. Каменные линии на земле показывают, где стояли залы, дворы и административные постройки. На Маханавами Диба особенно хорошо видна имперская логика Хампи. Это не просто платформа. Отсюда правители могли наблюдать церемонии и процессии, а рельефы вокруг – каменный архив, животные, воины, танцоры, движение праздника и власти. Хазара Рама – один из самых интересных храмов царской зоны. Его часто воспринимают как каменную книгу Рамаяны. На стенах идут сцены эпоса, процессии, фигуры людей и животных. Это не просто украшение, а царская версия священной истории. Прекрасно. Ну, так
такая старина. Затем появляется один из самых загадочных по ощущению объектов. Мы приехали в подземный храм Шивы. Очень таинственное место. Сейчас мы узнаем, что там. Подземный храм Шивы. Прасанна Вирупакша. Подземный храм Шивы. Кругом летают летучие мыши. Страшно. Перед святилищем сидит Нанди, бык Шивы, его спутник и страж. Храм расположен ниже уровня земли, поэтому пространство воспринимается иначе. Темнее, прохладнее, тяжелее. Здесь архитектура работает не только формой, но и телом. Мы вернулись в Хампи, и это Нарасимха, аватар Вишну, в образе человека-льва. Это гигантская Шива Лингама, символ Шивы. Сверху на лингаму льют масло, благовония. Это Бадави Линга, огромный лингам Шивы. Стоит в темном помещении, а снизу его окружает вода. На следующий день мы отправились к храмовому комплексу Витала. После темного шиваитского эпизода кадр резко раскрывается. Воздух, ступени, вода, каменные павильоны. Перед нами храмовый водоем Пушкарини. Такие резервуары служили ритуалу и быту одновременно. Омовение перед поклонением, подношение, подготовка к праздникам, запас воды для храмового комплекса. Дорога к комплексу Витала – хороший момент, чтобы почувствовать план города ногами. Колоннады тянутся вдоль старой базарной улицы, почти как каменный коридор. Здесь двигались паломники, торговцы, музыканты, носильщики, участники процессий. Сейчас вокруг пустота и солнце, но маршрут читается ясно. Все ведет к храму. Куплен билетик за 1200 на двоих, 1200 рупий, по 600 рупий, по 7 евро. Он сразу действует на 3 места. На этот храм и еще на дворец Лотоса. И еще музей краеведческий. Но он не интересен. Витала посвящен Витале, форме Вишну, которую особенно почитали в Южной и Западной Индии. Комплекс строился и достраивался в 15-16 веках, в период силы Виджаянагара. Каменная колесница – самый узнаваемый символ Хампи. По сути, это святилище Гаруды, спутника Вишну, выполненное в форме храмовой радхи, ритуальной колесницы. Колеса, кстати, двигаются. Гранит тяжелый, неподатливый, а здесь он вдруг притворяется движением. Колеса, ось, резьба, маленькие фигуры. Здесь все части колесницы действующие. Вроде все стоит мертво, а глаз все равно ждет, что колесница сейчас тронется. Самая знаменитая история Виталы – музыкальные колонны Сарагама Пилар. Исследователи связывают эффект с формой, толщиной и вибрацией гранита. Полых труб внутри никто не нашел. Раньше их простукивали, чтобы показать разные оттенки звука. Сейчас это запрещают ради сохранности памятника. Слышите эти странные звуки? Вот эти колонны должны так звучать. Но здесь вечный ремонт, и людей не пускают постучать по колоннам. Витала интересен деталями. Колонны здесь устроены как целая система. Несущие опоры, тонкие резные элементы, всадники, мифические звери, божества, узоры. Местный гранит добывали прямо из этих валунов вокруг.
Блоки раскалывали клиньями, потом долго доводили железными инструментами и шлифовкой. Это Калиана Мантапа, свадебный церемониальный зал Виттавы. Мантапа, кстати, это колонный зал при храме. Здесь проходили храмовые праздники и ритуалы божественной свадьбы. Колонны поэтому выглядят особенно богато. Павильон был рассчитан на торжество, музыку и движение людей. А у храма цветет чампа или плюмерия. В Индии такие цветы часто оказываются рядом с храмами и подношениями. Белые лепестки, жаркий воздух, темный камень. После посещения комплекса можно вдоль речки вернуться обратно в Хампи. Открывается Тунгабхадра, а на другом берегу валуны и Анджанадри, холм Ханумана, с белой лестницей наверх. На этой высокой горе храм Ханумана. Пешком надо подниматься. Много-много ступенек. Полчаса наверх. В потоке охотится белая цапля, а под деревом маленькая местная святыня. Камни, ткань, цветы, следы подношений. В Хампи такие места появляются прямо у дороги, без музейной дистанции. После гранита начинается сельский Хампи. Кокосовые пальмы, банановые посадки, мокрые поля. Тунгабхадра кормит эту зелень. Рисовые поля. Такая зелень шикарная. Хампи на контрасте красив. Эй, друзья, чего там шаритесь? А это щурка, маленькая охотница за насекомыми. Они ловят их рывком. Сели, выждали, сорвались и снова на ветку или на провод. По пути появляется Химакута, холм с ранними храмами Хампи. Отсюда уже рукой подай до Вирупакши из старого Хампи. У берега ждут кареклы, круглые лодки-корзины. Еще одна хорошая локация для развлечения. Катание на лодке по речке. Посмотреть вот все храмы того берега, подышать воздухом прохладным. Плывут в этот храмчик за пару рупий, за плошку риса. Слева Матанга-Хилл, где мы встретили рассвет. Так, хозяин ушел, лавка открыта и проверка началась. По-моему, там что-то припрятали вкусненького. Замечательно. Давай обратно, ну-ка. Что, теперь ты доставай. Ты что же умная собака? Обезьяна. Мартышка. Шары улепетывать надо. Кушай, кушай. Ничего не бойся. Молодец. Покажи, как разбираются кокосы. Ну а что, после рассказов об империях это выглядит даже честно. Дворцы рушатся, династии исчезают, а обезьяний контроль качества работает стабильно. Ну что, сегодня праздник у ребят. Кокосов подвалило на шару. После того, как выпил кокос, нужно обязательно попросить продавчиху, или как называется, симпатичную девушку, чтобы она топором разрубила и вот так достала мякоть, как баунти шоколадку. Thank you very much. Тяневат. Да. Немножечко раз. Так. Ой, как вкусно. Класс. Давайте, давайте, водичку на шару. Что, не получается отгрызть пластик? И водичка у вас есть, и храм.
Класс. Жопу почесала. Лангуры в Хампе выглядят как старая местная аристократия. Сидят на стенах, проходят по руинам, смотрят на туристов с выражением владельцев недвижимости. Так и хочется вспомнить Киплинга. Бандерлоги, слышите вы меня? Мы с вами одной крови, ты и я. Дети на старой базарной улице. Киндеры. Руки в камеру, улыбки, чистое любопытство. За спиной колоннады, вдали Вирупакша. Археология мирового уровня и детская радость. Кафешечка. Район Вирупакши удобен для передышки. Тут можно спрятаться от жары, что-нибудь выпить холодное, поесть без героизма. Шакшука. Еда часто мягче, чем на совсем местных точках. И для европейского желудка это иногда подарок судьбы. В Хампе лучше не строить из себя железного человека. Камни все равно победят. После обеда мы приехали в Зенана Энклоузер, огороженную часть царского комплекса Хампи. Стены, сторожевые башни, ровные площадки. Здесь чувствуется царский порядок Виджаянагара. В кронах шумят ожереловые попугаи, зеленые и длиннохвостые, с красным клювом. В этой жаре дерево сразу становится главным местом жизни. Мы находимся во дворце Лотоса. Здесь Раджа жил со своими наложницами. Правда ли красиво? Ну, индусы знают толк в красоте. Вот слева круг, это называется Tree of Happiness, дерево счастья. Лотос Махал – один из самых необычных павильонов Хампи. В нем смешались индийская планировка, арочные проемы, купола, симметрия и мягкая декоративность. Назначение до конца спорное. Его связывают с женской частью дворцовой зоны. А это конюшни царских слонов. В каждой ячейке стоял по слону. Такой же, как Лакшми. Для Виджаянагара слоны означали престиж, процессии, военную силу и праздник. А внутри царской зоны подготовка к вечернему выступлению. Девочки, костюмы, движения. Хороший момент для финала. Старые павильоны снова оживают. Хампи стал последней точкой нашего большого индийского путешествия. После всех дорог здесь все сжимается до простой картины. Старая базарная улица, местные лица, обезьяны на стенах и вечерний Вирупакши. Империя уходит, камень темнеет, день заканчивается. А Индия остается в сердце. Странная, упрямая, душевная, живая. Путешествие закончилось на экране, но еще долго будет продолжаться в нашей памяти.